разбухший ламинат, кривые стены или, может быть, вечно затопленные соседи снизу. Все эти проблемы постоянно встречаются у людей, которые плохо подготовились к ремонту. Сегодня вы узнаете, как не допускать глупые ошибки при разных работах, из-за которых у вас даже могут возникнуть проблемы с законом. Приятного просмотра! Неправильная подготовка поверхности. Одна из самых главных ошибок любого ремонта – неправильно подготовленная поверхность под чистовые работы. Вы можете купить дорогие материалы, классную красивую плитку и обои, но если на стадии черновой отделки допущены ошибки, все ваши старания будут зря. Например, для поклейки обоев или покраски требуется идеально ровная поверхность. Если на вашей стене будут какие-либо изъяны, то это сразу будет заметно. На обоях могут образовываться бугры, а в случае краски даже мельчайшие погрешности будут видны при направленном свете. Необходимо убедиться, что поверхность чистая, гладкая и свободная от неровностей или старой краски. Также от плохой черновой обработки могут появиться трещины, отчего обои будут отклеиваться, а на окрашенной стене их и вовсе будет видно. В случае укладки плитки при плохой заливке стяжки также могут появиться трещины. В таком случае ваше напольное покрытие будет отклеиваться, а в случае ламината или паркета и вовсе встать в некоторых местах бугром. Еще одна ошибка – несоблюдение равномерности заливки. Если на этом моменте допустить ошибку, ваш пол будет кривой или вовсе иметь наклон. Подобная халатность в черновой отделке может привести к двойным тратам. Всего спустя пару недель могут возникнуть проблемы, решить которые будет возможно только если полностью переделать ремонт. А дальше ты узнаешь о разных мелочах, которые могут испортить любой ремонт. Батареи с подводом из пола. При установке радиаторов многие для удешевления ремонта подключают их к водоснабжению через пол. Подобное решение и правда дешевое, однако доставляет много проблем. Например, вы не сможете полноценно без ухищрений установить напольное покрытие. Если для отделки пола вы используете плитку, замаскировать проблемное место будет крайне сложно. Сделать идеально точный вырез под трубы из пола смогут только искусные мастера своего дела. А в случае укладки ламината или паркета вовсе может остаться незакрытый участок пола, где будут собираться пыль и грязь. Все дело в том, что закрыть такой участок не представляется возможным. Ламинат и паркет крепятся друг к другу специальным замком, и маленький кусочек вовсе не будет держаться. Если укладывать плитку, этой проблемы можно избежать. Но сделать это аккуратно очень сложно. Намного лучше потратить немного больше денег и времени и сделать скрытое подключение радиаторов из стены. В этом случае у вас не будет проблем с полом. Можно будет с легкостью установить любое напольное покрытие и не возникнет проблемных мест. А убирать углы под батареями будет максимально просто. Плюс к этому подключение из стены выглядит наиболее красиво и незаметно. Следующие ошибки будут сосредоточены в одной комнате – в ванной. Ремонт в ванной. В санузле неопытные в ремонте люди предпринимают много не самых лучших решений. Так, при установке ванны многие устанавливают на нее специальные бортики, для того, чтобы вода не заливалась в шов между стеной и самой ванной или душевой кабиной. Выглядит это решение устаревшим, да и функционала в себе не несет. Через швы в креплении бортиков к стене также может просачиваться вода, поэтому и в этом случае будет образовываться грибок. Плюс к этому бортики для ванной созданы, чтобы вы с удобством могли и пользоваться, легко залезать и вылезать. Но при наличии таких бортов съедается полезное пространство для рук, из-за чего пользоваться душем будет неудобно. К тому же подобрать качественные бортики под цвет вашей плитки будет трудно. Такое решение будет выглядеть как у бабушки. Куда лучше сделать стандартное примыкание ванны к стене, а швы заделать качественным изоляционным материалом, который со временем не отклеится и который можно будет легко мыть. Да и выглядеть это будет намного эстетичнее. Черные смесители. Дизайнерский интерьер всегда выглядит дорого и красиво, но и в нем могут быть недочеты. Если в вашем дизайне используются черные смесители и душевые, то стоит сильно задуматься. Дешевые решения 100% спустя времени начнут ржаветь, а краска на них отваливаться. Да и дорогие варианты смесителей не гарантируют решение этой проблемы. Происходит это все из-за агрессивной среды, в которой будет находиться ваша сантехника. Вода – сильнейший окислитель, поэтому любая дешевая краска спустя время начнет отклеиваться, из-за чего вода начнет попадать на металл, из которого изготовлены смесители, и он начнет ржаветь. Дальше все идет по одному сценарию. Металл ржавеет, краска облезает, ваш красивый смеситель из красивого становится просто ужасным. Чтобы избежать этой проблемы, стоит задуматься об изменении дизайна вашего санузла. Конечно, можно использовать и черную сантехнику, но стоит понимать, что дешевые варианты не подойдут. Следует выбирать смесители с порошковым окрашиванием.
Подобная краска крайне устойчива к любым неблагоприятным условиям и является одной из самых прочных. Правда, стоят такие решения намного дороже классических. Продолжая тему ванной комнаты, стоит сказать еще об одном очень важном параметре – гидроизоляция. В санузле обязательно должна быть выполнена качественная гидроизоляция, а сам пол должен быть утоплен относительно уровня всей вашей квартиры. Для чего это делается? Все дело в том, что делать гидроизоляцию по всей квартире глупо и невыгодно. Разница в уровне пола позволит в случае протечек локализовать их в одной комнате, из-за чего шанс затопления квартир или комнат, находящихся под вашим санузлом, намного ниже. Выполнять гидроизоляцию необходимо строго по регламенту, заходя на стены. В случае, если ее не сделать, меньшим из зол станет затопление соседей, ведь чтобы кого-то затопить, потребуется пролить огромное количество воды. Как говорится в поговорке, вода сама найдет свой путь. Так и произойдет, если не будет соблюден регламент. Повышенная влажность создаст благоприятные условия для роста грибка прямо у вас под ногами. Устранить подобные проблемные места, не вскрывая пол, почти невозможно. Поэтому подобная экономия неуместна. Вы потратите в разы больше каждый раз, производя ремонт в своем санузле из-за вспучивающихся полов и роста грибка, чем если сделаете качественную гидроизоляцию. Качественное исполнение работы, соблюдение регламентов – главный критерий в работе ПО-система. Компания занимается проектированием и созданием быстровозводимых модульных зданий. При необходимости команда проекта может возвести в кратчайшие сроки самые разнообразные строения – от маленьких контрольно-пропускных пунктов до полноценных зданий с санузлами и жилыми помещениями. Естественно, в таких помещениях соблюдаются все регламенты. ПО-система использует для работы собственные разработки и патенты, благодаря чему делает свою работу качественно и крайне быстро. Неправильная укладка напольного покрытия. Соблюдать технологии работ – основная задача при ремонте. Даже при использовании дешевых и некачественных материалов, но соблюдении регламентов, можно получить хороший результат. Это работает и в обратную сторону. Главной ошибкой в укладке напольного покрытия, из-за которой возникает уйма проблем, таких как кривой пол, вспученный ламинат, отваливающийся паркет, является как раз-таки несоблюдение технологии укладки пола. Для ламината есть особенность, которую нужно строго соблюдать. Его нужно соединять в одну линию и только после этого закреплять к другой такой же линии. Если пренебречь этой технологией, то при сборке ламинатного пола возникнет много лишних повреждений на стыках, из-за чего при попадании воды на пол ламинат начнет набухать. Напольное покрытие испортится очень быстро, а выглядеть это будет ужасно. В случае с керамогранитной плиткой нельзя забывать о специальных центрирующих маяках, благодаря которым плитка не будет разъезжаться относительно друг друга. Также нужно строго следить за плоскостью пола. Если вы решите отказаться от устоявшейся технологии укладки плитки на пол, в результате вы увидите кривой пол, разъехавшиеся швы, а также огромное количество перепадов между плитками. План. Для хорошего ремонта обязательно нужен качественно продуманный план работ, благодаря которому вы избежите многих проблем. Например, стоит сразу продумать, как будут открываться технические лючки, к примеру, в ванной. Если этого не сделать, при их использовании могут возникнуть проблемы. Неправильно установленный люк может попросту не открываться, потому что ему будет мешать другой предмет, например, унитаз. Стоит также уделить внимание тому, куда будут открываться ваши двери. Продумать этот вопрос нужно на стадии проекта. Двери в маленьких помещениях должны открываться наружу, при этом их открытию не должно ничего мешать. Все эти ошибки приводят к неудобству в использовании, а иногда и к порче нового ремонта. Вообще, план для ремонта обязателен. Если вы не продумаете, как будет стоять ваша мебель в комнате и где у вас проходят трубы отопления, то могут возникнуть проблемы. Например, вы не сможете задвинуть шкаф вплотную к стене, так как там проходит труба батареи, которую из экономии вы решили не переносить. Все эти ошибки максимально глупые и решаются на начальной стадии ремонта. Так что нужно обязательно уделять внимание качественному плану для вашей недвижимости. Так как мы затронули тему плана, сразу стоит поговорить и о других вещах, о которых стоит позаботиться заранее. Свет. Свет в жилом помещении – очень важный вопрос, который сразу стоит решить. Дело тут в том, что от цвета зависит общее восприятие помещения. Например, вы решили сделать темный дизайн в вашей квартире. Как известно, черный цвет хуже всего отражает свет, а значит, при темной отделке света будет недостаточно. Также стоит понимать, какие светильники вы будете использовать. Резкий свет сразу вскроет все ваши проблемы со стенами. Если работы по подготовке стен были выполнены некачественно, вы сразу это заметите. В таком случае лучше использовать не направленный, а рассеянный свет. Нужно учитывать, будут ли в комнате зеркала или нет.
Любой ночник, который так хочется оставить, чтобы в ночи, встав по своим делам, не врезаться во что-то, не должен отражаться в зеркале и светить вам в лицо. Такая проблема встречается редко, но если вы используете огромные зеркала от потолка до пола, это может потревожить вас. Стоит сразу продумать грамотное расположение выключателей. Например, при входе в спальню и возле кровати. В таком случае вам не придется вставать с теплой уютной кровати и идти выключать свет в другой конец комнаты. Электрика. При ремонте стоит сразу продумать грамотное разведение электричества. Щиток должен включать в себя отдельные автоматы на каждую комнату. Отдельно должен включаться свет. Если этого не сделать, могут возникнуть большие проблемы. Например, из-за некачественной установки розеток у вас произошло короткое замыкание. Если у вас нет распределения по автоматам, вы полностью останетесь без электричества. Придется в темноте искать причину неисправности, а потом пытаться ее как-то решить. Или вам требуется произвести работы в комнате, которые подразумевают отключение электричества. Если у вас все подключено к одному автомату, то сделать это будет крайне неудобно. Отдельный автомат на каждую комнату позволит отключить только нужную, благодаря чему вы сможете одновременно заменить розетку и сварить себе кофе. Обязательно нужно продумать грамотное расположение щитка в вашем помещении. Он должен быть в легкой доступности. Например, у вас есть коммерческое помещение, в котором щиток находится за электронными рольставнями. Даже при ложном срабатывании автоматов защиты вы просто не сможете попасть к ним и исправить ситуацию. А следующая глупая ошибка доставит вам уйму неудобств. Непродуманные технические выводы. При ремонте сразу стоит продумать технические выводы, например, для отработавшей воды. Если вы хотите поставить в ванной стиральную машину, делать это стоит рядом с водоотводом, так как тянуть шланг через все помещение нелогично, неудобно и чревато возможными проблемами, такими как застой воды, а при засоре придется потратить в разы больше времени на решение проблемы. В случае установки раковин стоит сразу продумать, какую мебель выбрать, чтобы сифон не занимал все пространство. Зачем нужна тумбочка, в которой просто не будет места? Эта глупая ошибка сразу лишает большого количества полезного пространства для хранения вещей. Стоит также продумать, куда выводить конденсат от кондиционеров. В новостройках часто это делает застройщик. Он прокладывает магистрали сразу в водосток или общую канализацию. Но если этого не сделать, то могут возникнуть проблемы. Соседи и прохожие не будут рады воде, постоянно капающей им на голову. Отдельного внимания требует вытяжка на кухне. По законодательству многих стран делать выход труб от вытяжки в общую вентиляцию нельзя. Сделано это для того, чтобы в случае задымления была возможность пассивно вытянуть дым из помещения. В случае блокировки вентиляции это будет невозможно. И если придут проверяющие органы, у вас могут возникнуть проблемы с законом. Избежать этого можно, используя вытяжные системы, которые фильтруют воздух, но не выводят его в вентиляцию. Сегодня мы разобрали одни из самых глупых ошибок в ремонте, из-за которых у вас могут возникнуть большие проблемы. Спасибо за просмотр!